Привет! В этом видео поговорим о том, как людям удалось победить огромных мамонтов. Что они такого придумали для этого? Как пришли к пониманию о необходимости перемен? Человек уже научился охотиться с копьем, пришел к мысли о его малой эффективности в случаях толстой шкуры или нахождения животного на удалении. Копье существенно облегчило охоту, увеличило шансы на успех. По причине своей неидеальности со временем претерпело ряд доработок, таких как обжигание острия, каменный наконечник. Эти доработки улучшили характеристики оружия и позволили относительно безопасно добывать мелкую живность. А как же мамонты? Ледниковый период, примерно 20-30 тысяч лет назад. Перед нами мамонт, весом примерно 7-8 тонн. Кушать хочется, мелкой живности хватает ненадолго. Нужно рисковать. Справка. Первым олимпийским чемпионом по метанию копья стал Эрик Леминг в 1908 году. Его рекорд составил 54 метра 44 сантиметра. А стало быть, наш средневековый охотник метал копье и того ближе. Риск остаться без мамонта и жизни очень велик. Копье требовало дальнейших улучшений. А именно увеличение дистанции и увеличение пробивной способности. Если сделать руку длиннее, так рождается атлатль, деревянное устройство метания копья. Первое оружие, которое не просто помогало человеку, а буквально усиливало его тело. Выглядело оно следующим образом. Деревянная рукоять длиной примерно 40-70 сантиметров, с небольшим крючком на конце. В этот крючок вставлялся длинный дротик. Не совсем копье, скорее гибкое, метательное, напоминающее стрелу оружие, длиной до 2 метров. Конструкция была достаточно простой, за которой скрывалась настоящая инженерия. Атлатль работал как рычаг. Когда охотник размахивался, устройство увеличивало длину руки и резко повышало скорость броска. По сути, человек впервые создал механизм усиления собственного тела. Копье летело дальше, быстрее и с большей силой, чем если бы его бросали рукой. Некоторые современные испытания показывают, что такие дротики могли улетать более чем на 100 метров, хотя смертельно точной считалась дистанция около 20-30 метров. Самые ранние надежные находки атлатлей относятся примерно к 17-21 тысячи лет назад. Их нашли во Франции, в пещерах эпохи Верхнего Палеолита. Один из самых известных образцов, сделанный из оленьего рога, обнаружили в Комп-Саньер. Но некоторые археологи считают, что технология могла существовать гораздо раньше, возможно, даже 30-40 тысяч лет назад. Дерево редко переживает тысячелетия. Выживаемость вышла на новый уровень. Небольшая группа охотников окружает стадо. Примерно метров 15-25. Размах, щелчок движения. Дротик со свистом пробивает воздух. И впервые огромное животное начинает проигрывать существу, которое слабее его в десятки раз. Да, действительно, люди и ранее охотились на мамонтов, используя ландшафт. Не всем он был доступен. Не всем удавалось отбить от стада и загнать животное в подходящую местность. С появлением атлатли искать ущелья, склоны, болота стало не нужно. Этот перелом позволил мигрировать, исследовать и развиваться. Атлатль стал первым моментом в истории, когда человек понял, чтобы стать сильнее, не обязательно меняться самому. Иногда достаточно изменить инструмент в своей руке. Утро ледникового периода. Примерно 20 тысяч лет назад. Воздух холодный и сухой. Земля покрыта жесткой травой и снегом. Вдалеке движется стадо шерстистых мамонтов. Гиганты весили до 8 тонн, выше 3 метров, с бивнями длиной несколько метров. Для древнего человека встреча с таким зверем была одновременно шансом на выживание и смертельной угрозой. Всего один взрослый мамонт означал сотни килограммов мяса, жир для выживания зимой, шкуры для укрытий и одежды, кости для строительства и инструментов. В ход шло все, без остатка.
Правда, подойти к такому животному с обычным копьем на равнине — считай самоубийство. Выживание было под угрозой. Мелкая живность на равнинах быстро убегала. Мамонты были опасны. Даже раненый зверь оставался невероятно опасным. Нужно было найти преимущество, которое могло бы качнуть чашу весов в пользу человека. И тогда в руках появляется атлатль. Простое на вид устройство резко увеличивало дальность и силу удара. Копье тоже претерпело изменения, став чем-то вроде дротика. Теперь охотники могли атаковать с расстояния, не оказываясь прямо под ногами гиганта. Но самое интересное — это как проходила сама охота. Это редко была героическая схватка, один человек против мамонта, как любят показывать в кино. На деле все больше напоминало военную операцию. Небольшая группа выслеживала стадо несколько дней. Охотники искали слабое место — молодое животное, раненого самца или заснеженную равнину. Когда момент наступал, люди начинали действовать сообща. Кто-то шумел и пугал стадо, кто-то перекрывал путь отхода. А метатели с атлатлями выпускали тяжелые дротики один за другим. Некоторые археологи предполагают, что цель была не убить мамонта сразу, ведь дротики не наносили смертельных ран гиганту, а истощить его, заставить терять кровь, силы и постепенно замедляться. Поэтому охота могла продолжаться часами, а иногда и днями. Археологические стоянки в Европе и Северной Америке показывают массовые скопления костей мамонтов со следами разделки и повреждений от оружия, что говорит о системной коллективной охоте уже десятки тысяч лет назад. В тот момент произошел важный перелом истории. Человек впервые начал побеждать не за счет силы, а за счет координации, терпения и мыслительного гения. Мамонт был сильнее, быстрее на короткой дистанции, в разы опаснее человека. После появления атлатли этого оказалось недостаточно. Древний человек стал с надеждой смотреть в будущее. Есть момент в истории человечества, который легко упустить. Ни появление меча, ни изобретение пороха, даже не создание лука. А гораздо раньше и, на мой взгляд, важнее. Когда человек впервые понял удивительную вещь. Силу можно не только развивать, ее получить с помощью механизмов. Эта мысль легла в основу будущих открытий. Примерно 17-20 тысяч лет назад, в эпоху позднего ледникового периода, человек уже умел делать копья, которые натолкнули на важную мысль. Человеческое тело имеет предел. Какой силой ты не обладал бы, рука бросает копье только на определенную дистанцию и с ограниченной мощностью. Достигнув своего потолка возможности, человек начал искать способы его преодолеть. Продолжение следует.